Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать жилет на завязках крючком. И первое, с чего начну, это параметры готового изделия. Длина полочки получилась 44 сантиметра. Спинка у меня чуть длиннее, она получилась 47 сантиметров. Ширина полотна 37,5 сантиметров. Дальше расскажу о материалах, которые использовала. Это пряжа Астра Премиум, шерсть Яка. На 100 грамм 120 метров и в составе 25% шерсть Яка, 50% шерсть и 25% фибра. И я выбрала очень красивый сиреневый цвет под номером 05. Вообще у пряжи хорошая палитра, поэтому вам будет из чего выбрать. На 42 размер у меня ушло 4 полных мотка, поэтому я даже вам сейчас пряжу саму показать не могу, потому что использовала абсолютно все. Если размер будете увеличивать, то, конечно, дополнительно еще моточки возьмите. Работать с этой пряжей было удобно, она отлично скользит по крючкам. Столбики получаются ровными, красивыми, а сам жилет получается теплый и комфортный. Что касается инструментов, использовала крючок 5 мм от бренда Hobby Pro. Вот такие цельнометаллические крючки, гладкие, удобно с ними работать. Люблю такого формата крючки. И также для горловины из этой же серии взяла крючок, но уже 4 мм. Крючки и пряжа у меня с Озона. Ссылку я оставила в описании под роликом, поэтому тоже переходите. А из дополнительного понадобится иголка с большим ушком, чтобы прятать нитки. А перед тем, как начать вязать, надо снять несколько мерок. И первое – это ширина плечей. Именно на эту мерку я опиралась при определении ширины основного полотна. Но если у вас узкие плечи и большой бюст, то добавляйте сюда дополнительные сантиметры, чтобы у вас все тоже хорошо сидело по фигуре. Я же на обхват груди не ориентировалась, так как размер небольшой. И вторая мерка – это длина полотна полочки, то есть по переду. Спинку мы сделаем чуть длиннее. Все, теперь можем приступить к вязанию. И хочу напомнить, что у меня есть другие соцсети, они тоже будут в описании под роликом, поэтому переходите, я вас буду ждать. И начнем мы вязать с резинки. Для этого берем пряжу, располагая следующим образом. Крючок заводим под нить и проворачиваем. Я набираю 9 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Вот эта цепочка должна получиться примерно 5-6 сантиметров. Дальше мы начнем вязать резинку столбиками без накида. Для этого я завожу крючок во вторую петлю. Первая, вторая. Завожу крючок за дальнюю стенку, вытягиваю рабочую нить. На крючке у меня 2 петли, и я провязываю столбик без накида. Теперь находим следующую воздушную петлю, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, и мы их провязываем. Следующая воздушная петля. Продолжаю так по всем воздушным петлям, и в конце у нас должно получиться 8 столбиков без накида. Мы набирали 9 воздушных петель, 8 на столбике и 1 воздушная петля, это петля подъема. И вот последняя воздушная петля, завожу сюда крючок и провязываю столбик без накида. По косичкам можно пересчитать количество столбиков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее начинаем вязать второй ряд. Для этого в самом начале набираю воздушную петлю подъема
Вязание разворачиваю и теперь будем вязать за дальнюю стенку. Находим вторую петлю, первая, вторая, и заводим крючок только за дальнюю стенку. Вытягиваю рабочую нить и опять же провязываю столбик без накида. Следующий столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И вот он у нас последний столбик. Он может вот таким образом сворачиваться, но обязательно разворачивайте и смотрите, чтобы не пропустить столбики в следующих рядах. Опять же за дальнюю стенку захватываем и провязываем столбик без накида. В самом конце будет вот такой узел. Значит, мы уже достигли конца ряда. Приступаем к третьему ряду. Опять же набираю воздушную петлю подъема. Ее мы будем набирать при вязании каждого ряда. Разворачиваю и опять находим вторую петлю, первая, вторая. Заводим крючок за дальнюю стенку и провязываем столбик без накида. Следующий столбик. Опять довязываю ряд до конца. Седьмой и восьмой. Вот он у нас в конце. После него узел. Таким образом вяжу резинку, пока ее длина не достигнет ширины плеч. Опять набираю воздушную петлю подъема, за ней разворачиваю и вяжу резинку. И в пряже преобладает шерсть, она достаточно неплохо тянется, поэтому при измерении резинки я буду ее слегка растягивать, чтобы полотно после этого у меня не получилось слишком широким, после того, как мы начнем уже вязать обычные столбики. То есть в слегка растянутом положении буду измерять резинку, ее длину. Моя ширина плеч 38 сантиметров, но у нас еще будет обработка изделия с одного и с другого края, поэтому от 38 я отнимаю примерно 4 сантиметра. Мне нужно, чтобы ширина полотна была около 34 сантиметров. У меня плюс-минус так и получается 34. В чуть растянутом состоянии. Еще раз повторяюсь, измеряем. В нерастянутом она у меня 31, в чуть растянутом 34. Все, мне подходит, и теперь будем приступать к вязанию узора. Теперь мы будем вязать по верху резинки столбиками с одним накидом. Для этого набираю 2 воздушные петли подъема, первая, вторая, и завожу крючок вот сюда ниже, захватывая петли от столбика. Вытягиваю рабочую нить, на крючке у меня должно получиться 3 петли. Я сначала провязываю 2 и потом еще 2. Количество столбиков с одним накидом должно быть равно количеству провязанных рядов. Вот эти 2 воздушные петли подъема за столбик не считаю. Продолжаем вязать столбики с одним накидом. Делаю накид, заводим крючок там, где у нас следующий ряд, вот второй ряд, и сверху у него есть вот такой узелок. Заводим крючок и провязываю столбик с одним накидом. Дальше опять накид, спускаюсь ниже и провязываю столбик с одним накидом, захватывая петли от столбика. Накид. Теперь захватываю нить после узелка. Накид. И дальше продолжаю до конца опять накид. Вот у нас нить после дырочки. И провязываю столбик с одним накидом. Накид. Находим нити от следующего ряда. Вот они у нас. Заводим крючок и провязываю столбик с одним накидом. Нить сверху ряда.
накид и нить снизу. Сверху нить проходит. И чуть ниже. Теперь продолжаю так по всей длине резинки. Провязали и обязательно пересчитываем количество столбиков. Воздушные петли не считаем. Это был достаточно сложный ряд, дальше будет намного проще. Теперь 2 воздушные петли подъема набираем в начале каждого ряда, разворачиваю вязание, набираю накид и находим первый столбик. Заводим крючок за обе стенки, провязываю столбик с одним накидом. Опять накид, находим следующий столбик, заводим крючок за обе стенки и вяжем столбик с одним накидом. Кстати, хочется отметить структуру пряжи. Она отлично подойдет для начинающих, ведь не цепляется за крючок. До конца ряда опять провязываю. За каждый столбик вяжем по столбику с одним накидом. При этом заводим крючок за обе стенки. Довязываю. И последний столбик. Дальше идут воздушные петли подъема, над ними не вяжем. Опять 2 воздушные петли подъема, вязание развернули и повторяем все то же самое. Делаем накид, находим первый столбик, заводим крючок за обе стенки и вяжем столбик с одним накидом. Накид, находим следующий столбик, заводим опять крючок за обе стенки и вяжем столбик с одним накидом. 3 ряда у нас будет из столбиков с одним накидом. Дальше провяжем узор. Довязываю. В следующем ряду мы будем вязать уже выпуклые и вогнутые столбики. Для этого в самом начале, как обычно, набираем 2 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание и начнем мы с выпуклого столбика. Для этого делаю накид. Дальше заводим крючок за столбик ниже, с лицевой стороны на изнаночную и обратно вывожу к нам на лицевую сторону. Получается, у меня столбик лежит прямо на крючке. Нить делаю к себе чуть ближе, вытягиваю рабочую нить чуть побольше, чтобы не было слишком туго. На крючке опять 3 петли, мы сначала провязываем 2, потом еще 2. Это был выпуклый столбик, дальше будет вогнутый. Опять делаю накид, теперь не с лицевой, а с изнаночной стороны. Завожу крючок и огибаю следующий столбик. Вот таким образом. Опять же, столбик лежит на крючке, но уже с изнаночной стороны. Вытягиваю рабочую нить. Тоже чуть побольше, чтобы не было слишком туго. И провязываю столбик с одним накидом. Если поначалу не получается, ничего страшного. Чуть-чуть сейчас потренируйтесь, и все получится. Опять накид. Следующий столбик будет выпуклым. С лицевой стороны завожу крючок. И столбик лежит у нас на крючке с лицевой стороны. Вытягиваю рабочую нить. Опять 3 петли, провязываю сначала 2, потом еще 2. Накид. Заводим крючок с изнаночной стороны на лицевую. И получается, у нас столбик лежит с изнаночной стороны на крючке.
Вытягиваю рабочую нить. Провязываю столбик с одним накидом. И повторяю так до конца ряда. Выпуклый. Накид. Теперь вогнутый. Опять выпуклый. Вогнутый с изнаночной стороны на лицевую и обратно на изнанку. Вытягиваю. 3 петли. Провязываю. Выпуклый. Вогнутый. Продолжаю этот ряд до конца по такой же схеме. Завершаю ряд выпуклым столбиком. Опять воздушные петли не трогаю. Они у нас остались в конце, пусть там и остаются. Набираю 2 воздушные петли подъема, и мы таким образом завершили раппорт узора. Раппорт узора у нас будет состоять из 3 рядов столбиками с одним накидом. Дальше ряд из выпуклых и вогнутых столбиков. Теперь раппорт узора начинаем заново, поэтому вяжем 3 ряда столбиками с одним накидом. Делаю накид. Здесь также косички все сверху сохраняются. Нахожу первый столбик и завожу крючок, как обычно, за обе стенки. Три ряда столбиками с одним накидом. Теперь довяжу 3 ряда столбиками с одним накидом и опять провяжем ряд выпуклых и вогнутых столбиков. Довязываю ряд, хочу здесь показать, как получается. Вот у нас здесь 2 столбика. И последний. Три ряда столбиками с одним накидом провязала. Теперь опять выпуклые и вогнутые столбики. Начинаем с выпуклого. Дальше вогнутый. Опять выпуклый. Дальше вогнутый. И до конца ряда чередуем. Все, теперь вяжем такой рисунок на необходимую длину изделия. Провязала необходимую длину, и как определиться, когда нужно остановить вязание и приступить уже к плечам. Нам нужно снять мерку длины изделия, то есть от плеча и до самой нижней точки. Я хочу, чтобы длина моей жилетки была 42 сантиметра, но не забываю, что у нас еще по горловине будет вырез. Решила, что он будет 7 сантиметров, поэтому я от 42 отнимаю 7, получается 35. Длина изделия сейчас должна быть 35 сантиметров. Это с учетом резинки. В рядах у меня получилось 22 ряда. А в 23 ряду мы начнем с вами вязать левое плечо. Дальше нам нужно определиться, какое количество столбиков у нас пойдет на плечи. Всего у меня 45 столбиков. Это количество я делю на 4. Одну часть оставляю на одно плечо, вторую часть на другое плечо, и 2 части будет приходиться на вырез. 45 нацело не делится на 4. Я принимаю решение, что на плечи будет в итоге по 12 столбиков. 12 столбиков одно плечо, 12 столбиков другое плечо. И посередине на вырез остается 21 столбик. Поэтому сейчас мы будем вязать 12 столбиков. Отдельно все рассчитываю и говорю, по каким формулам считаю, для того, чтобы вы под свой размер смогли
также все рассчитать. И провязываю 12 столбиков. Двенадцатый столбик довязываю. Набираем 2 воздушные петли подъема и вязание разворачивать. То есть мы сейчас будем вязать отдельно деталь только плеча на высоту 7 сантиметров. Продолжаю вязать узор. В 24 ряду у меня ряд из выпуклых и вогнутых столбиков. Раппорт узора мы здесь соблюдаем. Провязала 7 сантиметров в высоту, и у меня получилось 5 рядов по 12 столбиков. Но у нас с вами жилет будет одной деталью. Из полочки мы сейчас будем переходить в деталь спинки, и по спинке тоже будет небольшое углубление горловины. Это примерно 4-5 сантиметров, и я поэтому довязываю необходимое количество рядов. 7 плюс 4 получается 11, поэтому вяжу, пока полотно не будет 11-12 сантиметров, в моем случае максимум. Но также не забываю, что количество вот этих рядов должно быть нечетным. Когда мы провяжем второе плечо, мы с вами развернемся и будем вязать вот в эту сторону. Поэтому нам нужно остановиться на нечетном ряду и его провязать. У меня сейчас 5 рядов, но мне также нужно оставить нечетное количество рядов, поэтому буду сейчас измерять, смотреть, сколько получится. Провязала, у меня получилось 9 рядов, 12 сантиметров деталь. Дальше я нить обрезаю и оставляю. Приступаем ко второму плечу, и для этого нам нужно вязание вот таким образом развернуть и вязать по вот этой стороне, не там, где у нас хорошо видны косички, а со стороны изнаночной, то есть изнаночная сторона ряда. От края отсчитываю 12 столбиков, воздушные петли не считая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Заводим крючок. Берем нить, 2 воздушные петли подъема и сюда же вяжем столбик с одним накидом. Продолжаю до конца ряда столбиками с одним накидом, при этом прячу нить от начала вязания. Дальше нам нужно провязать по этому плечу такое же количество рядов, как у предыдущего. То есть 9 рядов. Дальше мы соединим детали. Провязала тоже 9 рядов, и дальше мы с вами соединим вязание в одну большую деталь и будем вязать спинку. Набираю 2 воздушные петли подъема в самом начале, как обычно. И ряд начинаю с выпуклого столбика, то есть у меня здесь по раппорту узора выпуклые вогнутые столбики. Их и провязываю пока. Состав пряжи шерсти яка достаточно оптимален для того, чтобы носить такой жилет как зимой, так и осенью и весной. И дальше нам нужно будет набрать такое же количество воздушных петель, сколько столбиков мы оставили на вырез. У меня здесь 21 столбик, поэтому я набираю 21 петлю, при этом стараюсь сильно не затягивать, то есть чуть свободно набираю. 4 набрала, 5, 6, 20, 21. Теперь переходим ко второму плечу. Для этого набираю накид, придерживаю и начинаю с выпуклого столбика, вяжу. Здесь все нити подтягиваю. Дальше вогнутый.
В следующем ряду 2 воздушные петли подъема набрали, развернули. И пока вяжем по плечу 12 столбиков. И 12 столбик. Дальше будем вязать по воздушным петлям. При этом я не разворачиваю к себе вот таким образом косичку, а оставляю так, как есть. Накид набираю, находим первую петлю и провязываем. Второй столбик, находим следующую петлю воздушную. И так вяжу по всем воздушным петлям. Довязываем последнюю воздушную петлю, там где последняя воздушная петля, и начинаю опять по столбикам. В конце ряда пересчитайте, должно получиться также 45 столбиков или то количество, которое у вас было до разделения на детали. Дальше мы будем вязать опять полотно нашим узором без каких-либо пока изменений, а спинку можно сделать чуть длиннее, чем полочку. То есть сейчас вяжем также по узору, как мы вязали с вами ранее. Мы уже все здесь соединили, поэтому ничего сложного дальше пока не будет. То есть продолжаем вязать. Провязала спинку. Вот такое полотно получается. Пряжа не пушистая, вязать удобно. Спинка у меня получилась 26 рядов. Ее высота от выреза до низа составляет 35 сантиметров. Также 5 сантиметров это плечо, то есть это уже 40. И еще резинка будет около 6 сантиметров. Поэтому спинка будет длиннее полочки примерно на 3 сантиметра. Дальше провяжем резинку, не отрывая нити. Набираю 9 воздушных петель, то есть такое же количество воздушных петель, как мы набирали на резинку в самом начале. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. И теперь провязываем столбики без накида, начиная со второй воздушной петли. 1, 2 и вяжу столбики без накида по всем воздушным петлям. Должно получиться 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязала. Дальше спускаемся к основному полотну и находим первый столбик. Заводим крючок, провязываем соединительный столбик. Для этого вытягиваем рабочую нить и эту же нить проводим через петлю на крючке. Дальше нам опять нужно сделать соединительный столбик уже за следующий столбик от основного полотна. Также заводим крючок и петлю проводим через имеющуюся петлю на крючке. Воздушная петля подъема, вязание разворачиваем. Дальше первый соединительный столбик, второй, и вот у нас основные столбики от резинки. Начинаю провязывать столбики без накида. Пересчитываем, и должно получиться также 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема и в обратную сторону опять 8 столбиков. Последний. Дальше опять 2 соединительных столбика за следующий столбик. Первый и второй.
воздушная петля подъема, развернули. Вот у нас воздушная петля, первый соединительный столбик, второй и основные столбики. Опять же 8 должно получиться. Седьмой, восьмой. Воздушная петля подъема и в обратную сторону вяжем тоже 8 столбиков. Основное полотно, находим следующий столбик и провязываем первый соединительный и второй. Воздушная петля, первый столбик находим, из него начинаем вязать. Так продолжаю до конца этого ряда, то есть до конца ряда от основного полотна. Здесь все то же самое. Провязала, и у меня в конце остался один столбик, я делаю соединительный, вытягиваю нить и обрезаю. Всего 45 рядов должно получиться, так же как мы вязали с вами в самом начале. Там было 45 рядов, значит и здесь 45 рядов. Обрезаем. Дальше с вами провяжем горловину. И начнем мы оформление горловины со стороны спинки. Посередине спинки я обычно так начинаю. Берем нашу нить и крючок 4 мм. Примерно посередине заводим крючок. И набираем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Горловина у меня будет состоять из 5 столбиков. Это примерно 3, около 3 сантиметров горловины будет. Дальше провязываю по воздушным петлям 5 столбиков, начиная со второй воздушной петли. То есть здесь все пока то же самое, как мы с вами делали по обычной резинке. 4, 5 столбик. И опять же, как мы с вами по спинке сейчас делали, нам нужно сделать 2 соединительных столбика. Находим от предыдущего ряда столбики, заводим сюда крючок и провязываю первый соединительный, следующий столбик, значит второй соединительный, воздушная петля подъема, развернули и опять 5 столбиков провязываем. Первый, второй, третий и за четвертый начинаем вязать. Первый это получается воздушная петля, дальше 2 соединительных столбика, из четвертого начинаются наши столбики для горловины. Эта пряжа достаточно объемная, поэтому изделие вяжется быстро. В другую сторону вяжем ряд. Опять спускаемся ниже к основному полотну, находим ближайший столбик, за которым мы еще не провязывали соединительный, и здесь заводим крючок, вяжем первый соединительный столбик, находим второй и второй. По столбикам пока так вяжем, и когда мы перейдем уже на плечи, там покажу, как захватываем нити. Завершила вязание по вот этим столбикам. Дальше мы будем заводить крючок в следующие места. Так, разверну немного, чтобы яснее было. Мы будем заводить крючок между рядами, дальше захватывая столбик. Потом опять между двух рядов, после чего захватывая нити столбика. Опять между двух рядов, вот здесь есть отверстие, потом за нити следующего столбика, опять между двух рядов, за столбик. И так мы будем продолжать по боковой части детали. Что у меня здесь есть? Я сейчас заведу крючок вот сюда, это получается между двух рядов, сделаю соединительный, после чего захвачу нити следующего столбика.
И опять сделаю соединительный. Наберу воздушную петлю подъема и продолжу вязать резинку. До этого я захватывала нити от столбика, теперь заводим крючок между двух рядов. Здесь не очень удобные ряды, выпуклые вогнутые столбики для того, чтобы сейчас показать, но все-таки между рядов провязала, дальше за нити следующего столбика. Опять вяжу резинку 2 ряда туда-обратно. Нити столбика мы захватили, теперь между двух рядов заводим крючок, делаем соединительный столбик, после чего спускаемся ниже. Здесь у нас следующий столбик, мы за него заводим крючок, воздушная петля и опять продолжаем вязать резинку. То есть по этой стороне мы будем между рядами захватывать и провязывать соединительный столбик. Дальше за столбик от ряда тоже вяжем соединительный. Опять между двух рядов за столбик. И так до самой нижней точки. Дошла до угла, вот здесь у нас начинается уже вырез горловины, и здесь заводим крючок. Я сейчас на вот таком этапе завожу крючок между двух рядов, делаю соединительный столбик, а дальше за ближайший столбик, за обе стенки завожу и провязываю. Теперь в обратную сторону. По вырезу горловины будет попроще, так как там у нас не ряды, а именно столбики, за них мы захватываем. Вообще этап горловины достаточно сложный, но хорошо, что эта пряжа не цепляется за крючок, поэтому вязать столбики удобно. Да, вязание приходится поворачивать в одну в другую сторону, смотреть, куда правильно заводить крючок, но скоро мы горловину завершим. И опять за первый столбик соединительный и за следующий. Вяжу по вырезу и дальше опять будем по рядам. Провязала и теперь опять там, где угол, сейчас буду провязывать. Сначала завожу крючок между двух рядов, делаю соединительный столбик и за следующий столбик захватываю, делаю тоже соединительный. То есть здесь логика такая же, как и на предыдущем плече. Между двух рядов за столбик, между двух рядов за столбик. И по спинке также провязываем, как вязали ранее. Поэтому полностью сейчас довязываю резинку. Провязала. У меня здесь осталась одна петля. Вытягиваю и обрезаю, вставляя нить для пришивания. Пришиваем на изнаночной стороне. Ввожу нить на изнанку. Теперь вот эти две нити можно завязать на узел и спрятать. Все, горловину таким образом завершили. Дальше нам нужно обработать край изделия. С одной стороны я это уже сделала, также обрабатывала резинкой. Разворачиваем полотно таким образом, чтобы вот эта вот косичка у нас здесь была.
начало вязания и будем захватывать воздушные петли. Берем крючок 5 миллиметров и нахожу первую воздушную петлю, заводим крючок, набираем одну воздушную петлю и провязываем сюда столбик без накида. Будем вязать столбиком без накида. Дальше за следующую воздушную петлю опять же столбик без накида. Третий. Седьмой и восьмой. Дальше опять вяжем по логике, захватывая столбик дальше между двух рядов. Опять столбик между двух рядов, столбиком без накида. За столбик между двух рядов, за столбик, ну здесь в данном случае воздушные петли, за них, дальше опять между двух рядов, за столбик между двух рядов, за столбик, здесь можно с одной или с другой стороны, опять между двух рядов, за столбик между рядами, между рядами. Так продолжаю по всей длине, то есть доходим прямо до низа резинки по спинке, а там, где резинка, вяжем за задние стенки. Воздушная петля и переворачиваем. Дальше вяжем за задние стенки, то есть принцип такой же, как при вязании резинки. У меня будет 3 ряда, вы можете провязать больше при необходимости. По всей длине до самого низа. И следующий ряд обратный точно так же. Дальше свяжем завязки. Поставила маркеры. Это у меня полочка. От плеча отступаем 27 сантиметров. И в петлях снизу отступила 27 петель, поставила маркер. С другой стороны сделала то же самое. Но по спинке отступаю 32 петли, то есть немного больше, так как у нас спинка получилась удлиненная. Буквально на 3 сантиметра отступила больше. Дальше будем вязать все завязки на лицевой стороне. Завязка у нас будет стоять из резинки. Ширина получилась у меня 3,5 сантиметра. Берем пряжу и с этой стороны завожу крючок там, где маркер. Дальше провязываю в этот же столбик, начинаю провязывать первый столбик за обе стенки, второй столбик, третий и четвертый. Теперь вяжу резинку поворотными рядами, то есть здесь ничего сложного. Из 4 столбиков будет резинка состоять. Всего у меня получилось 35 рядов такой резинки. И сейчас длину скажу, какая у меня получилась. Она будет растягиваться, что в принципе удобно. Примерно 27 сантиметров получается. Длину вы также можете здесь регулировать, смотрите, какая вам нужна.
С другой стороны, когда будем вязать завязку, то здесь также на лицевой стороне у меня вот стоит маркер на 27, но здесь мы начинаем также справа налево, отступаю вот первый столбик, второй, третий, четвертый, и с этого столбика вяжу. Мы с одной и с другой стороны отступили по 27 столбиков, с одной стороны начинали прямо от маркера, но так как здесь вязание повернули, поэтому здесь отступаю 4 и буду вязать. И вот такой жилет у нас получился. Я уже провела ВТО, стирала вручную в теплой воде, дальше сушила на горизонтальной поверхности. Пряжа шерстьяка действительно оправдала свои ожидания. Первое, что хочется отметить, это мягкость и приятную текстуру самого полотна. Во время вязания пряжа не спутывалась, что значительно облегчало процесс работы. Готовое изделие получается теплым и комфортным для носки, а шерстьяка придает жилетке дополнительную мягкость и уют. Благодаря качеству пряжи изделие выглядит аккуратным и элегантным. Это отличный выбор как для опытных вязальщиц, так и для новичков. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Если ролик понравился, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и до скорых встреч!